Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Ярмарка в селе Малые Ключи в тот год шумела как никогда. Торговые ряды лопались от ярких ситцев, пахли свежим хлебом и конским потом. Андрей Петрович, старик 70 лет с лицом, изборожденным морщинами, как пашня, шел сквозь толпу не за покупками. Он искал здесь не товары, а воспоминания. Когда-то, когда руки были крепкими, а сердце — легким, он приводил сюда на продажу лучших жеребцов в округе. Теперь же он просто переставлял натруженные ноги, вдыхая морозный воздух и слушая гул человеческих голосов. Он уже собирался уходить, когда на самом краю площади у покосившегося забора услышал издевательский хохот. «Глядите, православные! Кузьма решил скелет на веревочке продать!» — кричал дородный мужик в тулупе. «Да из нее даже барабана не выйдет, кожа до кости!» «По рублю за ребро!» — подхватил другой, и толпа взорвалась смехом. Андрей Петрович подошел ближе. На грязном снегу, привязанная к колышку коротким обрывком пеньки, лежала коза, если это существо вообще можно было назвать козой. Шерсть свалялась грязными клочьями, бока ввалились так глубоко, что, казалось, позвоночник вот-вот прорвет кожу. Она не мимикала, не просила пощады. Ее глаза, огромные, желтые, с горизонтальным зрачком, смотрели куда-то сквозь гогочущую толпу, выражая бесконечную, почти человеческую усталость. «Сколько?» — негромко спросил старик, перебивая шум. Торговец, мужичонка с бегающими глазками, сплюнул под ноги. «Да забирай за полтину, отец. Все равно до вечера не дотянет. А так хоть на чекушку хватит, чтоб не поминать лихом». Андрей Петрович залез в глубокий карман пальто. Пальцы нащупали несколько монет, все, что осталось от скромной пенсии до конца месяца. Он выгреб их все до последней копейки и протянул продавцу. «Сдурел, Петрович?» — шепнул ему знакомый сосед. «Зачем тебе эта доходяга? Ее только во враг снести, чтоб не мучилась». Старик не ответил. Он присел на корточки, протянул сухую ладонь и коснулся холодного, дрожащего носа животного. «Ну что, горемычная, пойдем домой. Если суждено тебе уйти, так хоть в тепле уйдешь, а не под гогот этот бесовский». Первую неделю в сарае Андрея Петровича пахло не навозом, а лекарственными травами и парным молоком, которое он покупал у соседки. Коза не могла стоять. Она лежала на толстом слое сухой соломы, укрытая старым ватным одеялом. Старик спал здесь же, на лавке, просыпаясь каждые 2 часа, чтобы влить ей в рот теплую воду с медом или обтереть воспаленные суставы. «Ты ешь, ешь», — приговаривал он, поглаживая ее по костлявой голове. «Жизнь, она ведь как уголек в золе. Кажется, погас, а дунешь посильней, и снова искра стрельнет». На 10-й день случилось чудо. Когда старик вошел в сарай с охапкой душистого сена, коза не просто подняла голову, а попыталась опереться на передние ноги. Копытца скользили по доскам, она тяжело дышала, но в глазах появилось упрямство. «Ишь ты, искра и есть», — улыбнулся Андрей Петрович. «Так и звать тебя будем, Искра». К середине зимы искра преобразилась. Шерсть очистилась и стала белой, как свежевыпавший снег, бока округлились, а в походке появилась странная грация. Она ходила за стариком по пятам, как преданная собака. Стоило ему присесть на крыльцо, как она тут же утыкалась лбом ему в плечо, требуя своей порции ласки. Соседи посмеивались. Надо же, выходил-таки смерть. Но старик только хитро щурился в усы. Он знал то, чего не понимали другие.
Благодарность животного порой чище и крепче человеческой дружбы. Зима в тот год решила показать свой истинный нрав в конце февраля. Метель налетела внезапно, превратив мир в сплошной, крутящийся хаос из льда и ветра. В такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит, а уж в Малых Ключах и вовсе жизнь замерла. Около полуночи в дверь Андрея Петровича забарабанили. На пороге стоял Иван, сосед с нижнего конца улицы. Он был без шапки, весь облепленный снегом, глаза горели безумием. «Петрович, выручай! Мишка, сынишка мой, хрипит, задыхается. Круп у него, врачиха говорила, если приступ, срочно в районную больницу везти, иначе все. А лошадь моя ногу подвернула в конюшне. Не дойдет». Андрей Петрович глянул в окно. Там бушевала белая смерть. До районного центра было 7 верст через поле и старый лес. Дороги уже не было, только глубокие переметы. «Моя гнедая стара уже, Иван», — глухо сказал старик. «В таких сугробах она и 100 шагов не сделает, сердце лопнет». Он посмотрел в угол, где у печки грелась искра. Коза подняла голову и внимательно посмотрела на хозяина. В ее взгляде не было страха, только спокойное ожидание. «Собирайся, Иван. Бери малого, закутывай в 3 одеяла. Пойдем пешком». «Да как же? Сгинем же в поле». «Не сгинем. У меня проводник есть». Они вышли в ночь. Иван нес на руках тяжелый сверток с ребенком, Андрей Петрович шел впереди, пробивая путь, а рядом, легко перепрыгивая через сугробы, в которых люди тонули по пояс, бежала искра. Сначала все шло неплохо, но через полчаса метель усилилась. Ветер выл так, что не было слышно собственного крика. Видимость сократилась до вытянутой руки. Андрей Петрович почувствовал, как холод начинает пробираться под тулуп, а ориентиры — старый дуб, поворот у ручья — бесследно исчезли. «Петрович, мы не туда идем!» — прокричал Иван. «Мы кругами ходим!» Старик остановился. Он понял, они заблудились. В лесу это означало верную смерть. Ноги налились свинцом, сердце бухало в груди, как тяжелый молот. И тут он почувствовал, как что-то уткнулось ему в колено. Искра. Она не дрожала. Она стояла, повернув голову в сторону, куда ветер бил особенно яростно. Она коротко блеяла и дергала его за край одежды. «Ты что, девка?» — прошептал старик. «Знаешь дорогу». Он вспомнил старые рассказы о том, что у животных есть внутренний компас, который не сбивается ни в какой буран. Андрей Петрович посмотрел в желтые глаза козы. Там была такая уверенность, которой не было в нем самом. «Иван!» — крикнул он соседу. «Держись за мой пояс, мы идем за ней». Старик отпустил веревку, которой придерживал искру. Коза не убежала. Она сделала несколько шагов в сторону, которую Андрей Петрович считал гибельной, и обернулась. Они шли вечность. Искра выбирала места, где снег был плотнее, обходила невидимые под заносами ямы. Несколько раз старик падал, и тогда коза возвращалась, тыкалась мордой в лицо, облизывала щеки горячим языком, не давая забыться в смертельной дреме. Когда впереди забрезжил тусклый огонек фонаря над крыльцом районной больницы, Иван упал на колени и зарыдал. Ребенка передали врачам. Мальчик был синий, едва дышал, но он был жив. Иван остался в больнице ждать рассвета и новостей о сыне. Андрей Петрович же понимал, если он сейчас не вернется, его дом выстудит так, что лопнут трубы, да и сил сидеть в душном коридоре не было. Старые кости требовали движения, иначе застынут навек.
«Пойдем, Искра, домой пора». Но на обратном пути природа решила взять реванш. Ветер переменился и стал встречным. Сил у старика не осталось совсем. Адреналин, гнавший его к больнице, испарился, оставив лишь пустоту и ледяную усталость. На полпути к лесу Андрей Петрович оступился. Он упал в мягкий предательский сугроб, и мир вокруг начал медленно вращаться. «Посижу минутку, только минутку», — пронеслось в голове. Это был конец. Сон на морозе. Самая сладкая и самая страшная смерть. Искра заволновалась. Она начала бегать вокруг него, бодать в плечо, пронзительно кричать. Но старик не шевелился. Тогда коза сделала то, чего не смог бы предугадать ни один зоолог. Она втиснулась между его спиной и снегом, подставив свое теплое тело как опору. Своими рожками она поддевала его под мышку, заставляя приподняться. Старик очнулся от резкого толчка. Он схватился за густую шерсть на загривке козы. Она буквально тащила его на себе. Шаг. Еще шаг. Он опирался на нее, как на живой костыль. Искра хрипела, ее копытца проваливались, но она не отступала. Она вела его не по дороге. Дорог больше не существовало. Она вела его к запаху родного дыма, который чуяла за версты. Когда они дошли до окраины деревни, Андрей Петрович окончательно потерял сознание прямо у калитки своего дома. Первое, что он услышал, когда сознание начало возвращаться, был странный, надрывный звук, похожий на крик птицы, но более грубый, настойчивый. Блеяние. Андрей Петрович открыл глаза. Он лежал на своей кровати, укрытый несколькими одеялами. Рядом сидела соседка фельдшер и Иван, живой и невредимый. «Очнулся! Слава Богу, очнулся!» — всплеснула руками женщина. «Где?» Старик закашлялся. Голос был как наждак. «Где Искра?» Иван подошел к кровати и крепко сжал руку Петровича. «Если бы не она, Петрович, мы бы тебя только по весне нашли. Она под окнами так орала, что вся улица сбежалась. Мы выскочили, а ты у калитки лежишь, снегом припорошенный, а она стоит рядом, ни на шаг не отходит, шерсть ледяной коркой покрылась, а сама греть тебя пытается». Старик закрыл глаза. Из-под век скатилась скупая слеза. «Мишка как? Живой твой тезка?» — улыбнулся Иван. «Врачи сказали, еще бы 10 минут, и не спасли бы. Ты, Петрович, и коза твоя, вы нам жизнь подарили». Через 3 дня Андрей Петрович смог выйти во двор. Ноги еще дрожали, но сердце билось ровно. Искра была в сарае. Она стояла у кормушки и, завидев хозяина, радостно вскинула голову. Старик подошел к ней, обнял за шею и прижался лицом к ее мягкой, пахнущей сеном шерсти. Он смотрел на ясное зимнее небо и думал о том, как странно устроена жизнь. На ярмарке все видели в этом существе лишь обузу, мусор, приговоренный к смерти. А оказалось, что в этом маленьком, слабом теле жила сила, способная поспорить с самой бурей. Он понял главную истину своего долгого века. По-настоящему спасают не те, кто кичится своей мощью. Спасают те, кого однажды спасли сами. Потому что только тот, кто заглянул в глаза небытию и почувствовал тепло сострадания, знает цену каждой секунды жизни. И когда придет тьма, именно они станут той искрой, которая,
не даст тебе погаснуть.